Здравствуйте, друзья! Царь-пушка – это не пушка. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Царь-пушка была отлита знаменитым русским мастером Андреем Чоховым. До 1917 года он числился Чеховым. По приказу царя Федора Иоанновича. Гигантское орудие весом в 2400 пудов, 39 312 килограмм, отлили в 1586 году на Московском пушечном дворе. Длина царь-пушки 5345 мм, внешний диаметр ствола 1210 мм, а диаметр утолщения у дула 1350 мм. В настоящее время царь-пушка находится на чугунном декоративном лафете, а рядом лежат декоративные чугунные ядра, которые отлили в 1834 году в Петербурге на чугунно-литейном заводе Берда. Понятно, что не стрелять с этого чугунного лафета, не использовать чугунные ядра физически невозможно. Царь-пушку вдребезги разнесет. Документы об испытаниях царь-пушки или применении ее в боевых условиях не сохранились, что дало основания для длительных споров о ее назначении. Большинство историков и военных в 19 и начале 20 веков считали, что царь-пушка – это дробовик, то есть орудие, предназначенное стрелять дробью, которое в 16-17 веках состояло из мелких камней. Меньшая часть специалистов вообще исключает возможность боевого применения пушки, считая, что изготовлена она специально для того, чтобы пугать иностранцев, в особенности послов крымских татар. Вспомним, что в 1571 году хан Девлет-Гирей сжег Москву. В 18-м, начале 20 веков царь-пушка именовалась во всех официальных документах дробовиком, и лишь большевики в 1930-х годах решили в пропагандистских целях повысить ее ранг и стали величать пушкой. Тайна царь-пушки была раскрыта лишь в 1980-м, когда большой автомобильный кран снял ее с лафета и поместил на огромный трейлер. Затем мощный крас отвез царь-пушку в Серпухов, где на заводе ВЧ-42708 был произведен ремонт пушки. Одновременно ряд специалистов артиллерийской академии имени Дзержинского произвели ее осмотр и обмер. Отчет по каким-то причинам опубликован не был, но из сохранившихся черновых материалов становится ясно, что царь-пушка не была пушкой. Изюминка орудия – его канал. На расстоянии 3190 мм он имеет вид конуса, начальный диаметр которого 900 мм, а конечный 825 мм. Затем идет зарядная камера с обратной конусностью, с начальным диаметром 447 мм и конечным у казенной части 467 мм. Длина камеры 1730 мм, одно плоское. Так это ведь классическая бомбарда. Впервые бомбарды появились в конце XIV века. Название бомбарда произошло от латинских слов bombus – громовой звук и ardere – гореть. Первые бомбарды делались из железа и имели привинтные камеры. Так, например, в 1382 году в городе Генте, Бельгия, была изготовлена бомбарда «Бешеная Маргарита», названная так в память о графине Фландерской Маргарите Жестокой. Калибр бомбарды 559 мм, длина ствола 7,7,5 калибра, а длина канала 5 калибров. Вес орудия 11 тонн. Бешеная Маргарита стреляла каменными ядрами весом в 320 килограммов. Бомбарда состоит из двух слоев. Внутреннего, состоящего из продольно сваренных между собой полос, и наружного из 41 железного обруча, сваренных между собой и с внутренним слоем. Отдельная привинтная камера состоит из одного слоя сваренных между собой дисков и снабжена гнездами, куда вставлялся рычаг при ее ввинчивании и вывинчивании. На заряжание и прицеливание больших бомбард тратилось около суток. Поэтому при осаде города Пизы в 1370 году всякий раз, как осаждающие готовились сделать выстрел,
осажденные уходили на противоположный конец города. Осаждающие же, пользуясь этим, бросались на приступ. Заряд бомбарды составлял не более 10% веса ядра. Цапф и лафетов не было, орудия укладывались на деревянные колоды и срубы, а сзади забивались сваи или возводились кирпичные стены для упора. Первоначально угол возвышения не менялся. В 15 веке начали использовать примитивные подъемные механизмы и отливать бомбарды из меди. Обратим внимание, у царь-пушки нет цапф, с помощью которых орудия придают угол возвышения. Кроме того, у нее абсолютно гладкий задний срез казенной части, которым она, как и другие бомбарды, упиралась в каменную стенку или сруб. К середине 15 века самая мощная осадная артиллерия была у турецкого султана. Так, во время осады Константинополя в 1453 году венгерский литейщик Урбан отлил туркам медную бомбарду калибром 24 дюйма, 610 мм, стрелявшую каменными ядрами весом около 20 пудов, 328 килограммов. Для ее транспортировки на позицию потребовалось 60 быков и 100 человек. Чтобы устранить откат, позади орудия турки выстроили каменную стенку. Скорострельность этой бомбарды составляла 4 выстрела в день. Кстати, скорострельность крупнокалиберных западноевропейских бомбард была примерно того же порядка. Перед самым взятием Константинополя 24-дюймовую бомбарду разорвало. При этом погиб и сам ее конструктор Урбан. Турки по достоинству оценили крупнокалиберные бомбарды. Уже в 1480 году в ходе боев на острове Родос они применили бомбарды 24-35-дюймового калибра 610-890 мм. На отливку таких гигантских бомбард требовалось, как указывается в старинных документах, 18 дней. Любопытно, что бомбарды 15-16 веков в Турции находились на вооружении до середины 19 века. Так, 1 марта 1807 года при форсировании Дарданелл английской эскадрой адмирала Дукварта мраморное ядро калибра 25 дюймов 635 мм весом 800 фунтов 244 килограмма попало в нижний дек корабля «Виндзорский замок» и воспламенило при этом несколько картузов с порохом, в результате чего произошел страшный взрыв. 46 человек были убиты и ранены. Кроме того, многие матросы с перепугу бросились за борт и утонули. В корабль «Актив» попало такое же ядро и пробило огромное отверстие в борту выше ватерлинии. В это отверстие несколько человек могли высунуть свои головы. В 1868 году свыше 20 огромных бомбард все еще стояло на фортах, защищавших Дарданеллы. Есть сведения, что во время Дарданельской операции 1915 года в английский броненосец Агамемнон попало 400-килограммовое каменное ядро. Разумеется, пробить броню оно не смогло и лишь потешило команду. Давайте сравним турецкую 25-дюймовую 630 мм медную бомбарду, отлитую в 1464 году, которая в настоящий момент хранится в музее в Ульвиче, Лондон, с нашей царь-пушкой. Вес турецкой бомбарды 19 тонн, а полная длина 5232 мм. Внешний диаметр ствола 894 мм. Длина цилиндрической части канала 2819 мм. Длина камеры 2006 мм. Дно камеры закругленное. Бомбарда стреляла каменными ядрами весом 309 кг. Заряд пороха весил 22 кг. Бомбарда в свое время защищала Дарданеллы. Как видим, внешне и по устройству канала она очень схожа с царь-пушкой. Главное и принципиальное различие в том, что турецкая бомбарда имеет винтную казенную часть. Видимо, по образцу таких бомбард и делалась царь-пушка. Итак, царь-пушка – это бомбарда, предназначенная для стрельбы каменными ядрами. Вес каменного ядра царь-пушки составлял около 50 пудов, 819 кг. А чугунное ядро такого калибра весит 120 пудов, тонна 970 кг.
качестве же дробовика царь-пушка была крайне неэффективна. По стоимости затрат вместо нее можно было изготовить 20 малых дробовиков, на заряжание которых нужно гораздо меньше времени, не сутки, а всего 1-2 минуты. Замечу, что в официальной описи при Московском арсенале состоящей артиллерии на 1730 год числилось 40 медных и 15 чугунных дробовиков. Обратим внимание на их калибры. 1500 фунтов – 1, это и есть царь-пушка. А затем следуют калибры 25 фунтов – 2, 22 фунта – 1, 21 фунт – 3 и так далее. Наибольшее число дробовиков – 11, приходится на 2-фунтовый калибр. Кто же и почему записал царь-пушку в дробовики? Дело в том, что в России все старые орудия, находившиеся в крепостях, за исключением мортир, со временем автоматически перечислялись в дробовики. То есть в случае осады крепости они должны были стрелять дробью, каменной, а позже чугунной картечью по пехоте, идущей на штурм. Использовать старые орудия для стрельбы ядрами или бомбами было нецелесообразно, а вдруг разнесет ствол. Да и у новых пушек баллистические данные были куда лучше. Так царь-пушка была записана в дробовики. В конце 19-го, начале 20 веков о порядках в гладкоствольной крепостной артиллерии военные забыли, а гражданские историки вообще не знали и по названию дробовик решили, что царь-пушка должна была использоваться исключительно в качестве противоштурмового орудия для стрельбы каменным дробом. Точку в споре, стреляла ли царь-пушка, поставили в 1980 году специалисты из Академии имени Дзержинского. Они исследовали канал орудия и по ряду признаков, в том числе по наличию частиц сгоревшего пороха, сделали вывод, что из царь-пушки стреляли, по крайней мере, 1 раз. После того, как царь-пушку отлили и отделали на пушечном дворе, ее перетащили к Спасскому мосту и уложили на землю рядом с пушкой «Павлин». Чтобы передвинуть орудие к 8 скобам, на его стволе привязывали веревки. В эти веревки впрягали одновременно 200 лошадей, и те катили пушку, лежащую на огромных бревнах-катках. Первоначально орудия «Царь» и «Павлин» лежали на земле у моста, ведущего к Спасской башне, а Кашпирова пушка у Земского приказа, располагавшегося там, где сейчас находится исторический музей. В 1626 году их подняли с земли и установили на бревенчатых срубах, плотно набитых землей. Эти помосты назывались роскоты. Один из них с царь-пушкой и павлином поставили у лобного места, другой с Кашпировой пушкой у Никольских ворот. В 1636 году деревянные роскоты заменили каменными, внутри которых устроили склады и лавки, торговавшие вином. После Нарвской конфузии, когда царское войско потеряло всю осадную и полковую артиллерию, Петр I велел срочно лить новые пушки. Необходимую же для этого медь царь решил добыть переплавкой колоколов и старинных пушек. По именному указу было: велено перелить в пушечное и мортирное литье пушку «Павлин», что в Китае у лобного места на роскоте, пушку Кашпирову, что у нового денежного двора, где был земский приказ, пушку Ехидну, что под селом Воскресенским, пушку Кречет ядром пуд 10 фунтов, пушку Соловья ядром 6 фунтов, что в Китае на площади. Петр в силу своей необразованности не пощадил самые древние орудия московского литья и сделал исключение лишь для самых крупных орудий. В числе их, естественно, оказалась и царь-пушка, а также 2 мортиры литья Андрея Чохова, которые в настоящее время находятся в артиллерийском музее в Петербурге. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.